Добрый день! Приготовим булочки-улитки с малиной и заварным кремом. Для этого возьмем 240 грамм молока, подогретого до 40 градусов, вливаем его в посуду для замешивания теста. Сюда же отправляем 10 грамм сухих дрожжей и цедру половины лимона. Перемешиваем эту смесь и оставим ее на 5 минут для того, чтобы дрожжи ожили. В это время берем 80 грамм сахара, добавляем к нему 1 яйцо и перемешиваем смесь до полного объединения яйца с сахаром. Яйцо с сахаром хорошо перемешалось. Теперь смешиваем молочную и яичную смеси. Смешиваем обе эти смеси и начинаем постепенно вводить просеянную муку. Добавляем муку небольшими порциями, постоянно вымешивая. До однородности доводить не надо, просто вмешиваем муку. Оставим 80-50 граммов муки для окончательного замеса теста. Получили густую смесь. Теперь частями вводим сюда 80 грамм растительного масла и продолжаем вымешивать. Ложкой тесто хорошо не вымесить, убираем ее и начинаем замес руками. Вливаем все масло. Тесто получилось довольно жидким. Добавляем всю оставшуюся муку и вымешиваем тесто. Муку добавляйте частями, чтобы тесто не получилось забитым. Вот такое мягкое, эластичное оно получилось. Подпыляем стол мукой. И теперь очень хорошо вымешиваем, не менее 3 минут. Тесто получилось мягкое. Смазываем миску растительным маслом. Укладываем тесто в нее, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте для подъема на 1,5 часа и увеличения в объеме в 2–2,5 раза. Пока тесто подходит,
Приготовим заварной крем. В одной емкости смешаем 2 яйца, 120 грамм обычного сахара и 10 грамм ванильного сахара, 60 грамм просеянной муки и 100 миллилитров молока. Перемешаем все ингредиенты до однородности. Можно перемешивать венчиком, миксером, вилкой, чем вам удобно. Главное добиться, чтобы все комочки растворились. Ставим 200 миллилитров молока на огонь и доводим его до кипения, продолжая размешивать массу. Молоко разогрелось. Потихоньку вливаем в него приготовленную смесь и завариваем крем на медленном огне. Крем начинает густеть, становится неравномерным, в нем появляются комочки. Но не переживайте, к концу варки он станет однородным. Когда крем готов, выключаем огонь, добавляем в него 10-15 грамм сливочного масла и хорошенько вымешиваем до однородности. Когда уже хорошо размешали, пересыпаем в другую емкость, накрываем пленкой и оставляем остыть. Берем тесто. Оно хорошо подошло, мягкое, пушистое. Приминаем его. Смазываем стол растительным маслом. Выкладываем тесто. Слегка подмешиваем. Делаем небольшой прямоугольник и складываем тесто конвертом. Теперь нам нужно раскатать его в пласт толщиной примерно 5 мм. Я буду раскатывать скалкой. У меня получился квадрат 40 на 40 сантиметров и толщиной 5 миллиметров. Выравниваем края, берем наш заварной крем, выкладываем его по тесту, равномерно распределяя. Весь крем размазали по тесту. Теперь берем ягоды. У меня 70 грамм замороженной малины, но можно брать любую по вашему вкусу. И раскладываем на тесто вот таким образом. Теперь разрезаю тесто на 5 полосок по 8 сантиметров шириной. Ягодки посередине полосы. Теперь каждую полоску скручиваю рулетом.
и разрезаю пополам. Так ягоды получаются сверху на булочках. Получилось 10 булочек. Переносим их на противень, укладывая на небольшом расстоянии друг от друга. Накрываем булочки пленкой и оставляем для расстойки на 30-40 минут. Берем один желток, добавляем в него ложку молока, перемешиваем. Булочки подошли, берем кисточку и смазываем их полученным желтком. Я присыпаю булочки кокосовой стружкой. Можно также присыпать штрезельной крошкой, любыми орешками или сахаром. Отправляем булочки в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекаться. Прошло 35 минут. Вот такие чудесные булочки получились. Румяные, ароматные, мягкие и аппетитные. Выпекайте вместе со мной. Приятного вам аппетита!